Как проверить, качественно или нет, чтобы фюгин у нас дольше работал. Ну а дальше за дело берется уже 120-ка. Бумага, гипс, бумага. Выгрызает здесь наждачка. Ставьте спокойно перфорированные уголки, только тоненькие ищите. Поэтому большие, конечно, кратеры нужно убирать. Можно поставить вот так вот перпендикулярно друг другу. Допуск у нас по плоскости стены идет. Все это считается отдельно, все по ножом. Примет форму вот этой кривой стены, которая задают вопрос, а почему так дорого? Всем привет, вы на канале Основа ремонта. Продолжается ремонт мансарды, слава богу, осталась последняя комната. Идет 3-й месяц начался. Я обещал вам снимать видео все без купюр, показывать так, как есть. Вот, например, открылся еще очередной косяк. Косяк заключается в чем? После того, как я смонтировал весь гипс, я взял правило 2,5 метра и прошелся, проверил везде плоскости. И вот здесь оказалось, что были вот в этих местах, которые вы видите сейчас белые, неровности, то есть бугры. Что я с ними сделал? Взял машинку, орбиталку и просто счистил все под 2,5 метровое правило. Покажи чуть сбоку, чтобы было понятно. Потому что вот эти линии все, вот эта прямая линия, вверх вот этот потолок, если они будут немножко кривые, это будет сразу видно даже без света. Если даже свет будет выключен, вот эти длинные линии все будут видны. Взял машинку, все это счистил, теперь здесь все четенько, ровно. Вот 2,5 метра правила ставлю, идеальная плоскость. Ну, потолки все тоже должны быть в плоскости, естественно. Вот эта часть стены, точно так же и сверху. Гипсокартон только на разговорах и на видео у других людей идеально ровный получается. Нет, на самом деле с гипсом есть определенные проблемы, связанные с тем, что попадаются кривые профиля, даже очень известных производителей профиля, металл. Бывает, что ставишь правило, вы для интереса иногда проэкспериментируйте, как-нибудь возьмите 2,5-3-метровое правило и попредставляйте к нему профиля. Бывает так, что профиль бывает на 5 мм кривой косой. И соответственно, когда мы с таких профилей соберем каркас и прикрутим гипс, у вас вот будет вот такая вот картина, как и у меня, собственно говоря, получилось. Ну, вот такое вот решение, такой выход из этого всегда есть. Чтобы фюгин у нас дольше работал, для начала нужно взять чистую тару. Чистое ведро обязательно. Есть специальные металлические корыта, но мне не нравится, там, может, небольшую порцию можно замешать. Ну, кому как, я обычно в ведре это все делаю. Чистая вода, чистое ведро, это первое, с чего нужно начать. Фюгином никто никогда не работает полными ведрами, это и дураку понятно. Замешиваем столько, сколько вам надо, примерно сколько вы можете выработать, выложить на швы за час, за полтора. И вот такими небольшими порциями мы это как бы немножко по чуть-чуть ее просеиваем в воду. Кто-то это делает через сито, тогда еще дольше он будет у вас работать. Но я успеваю так выработать, здесь у меня никаких сложностей нет, я примерно знаю, сколько мне надо замешать. Можно это теперь аккуратно шпателем все размешивать, если вы шпателем будете размешивать, тоже неплохо, либо же дрелью, но на малых оборотах, не делайте большие обороты. Чем меньше обороты, тем тоже дольше будет у вас живой фюгин. Все, сейчас дадим фюгину постоять минуток 5, еще раз подмешаем на небольших оборотах и начнем работать. Ленту я всегда использую Knauf Kurt. Другими я в последнее время вообще больше не работаю, только этой. Когда мы работаем в ручника, без банджа, я беру просто ленту, прислонил, сколько мне надо, отметил такими простыми ножницами, отрезаю. У меня здесь все вот эти отрезки ленты будут одинаковые, поэтому сколько мне надо заготовок, там 6 или 7 швов, стыков подряд, я сейчас просто нарежу одинакового размера и все. Шпателя для швов у меня обычно всегда я использую 150 как маленький и 250 ну, для самого шпаклевания шва. Заполняем фюгином туда, чтобы он поглубже в шов заходил.
принципе, когда вы ведете шпателем, который шире шва, сразу видно, где он заполняется, где он не заполняется. Здесь, я думаю, проблем ни у кого никаких не возникнет. Заполняю я его сразу практически вот за подлицо с плоскостью. То есть уровень с этой всей плоскостью основного листа, поверхности гипсокартона. Здесь она вот с одной стороны чуть больше гнется, вот таким вот образом. Я ее буквально чуть-чуть вот так прохожу, сгибаю. И вот этим острым краем я вставляю ее в центр шва. Еще один нюанс, в принципе, делают все как-то по-разному. Я, например, ленту не топлю в толщу шпаклевки, скажем так. У меня лента, получается, она максимально близко к плоскости остается. То есть принцип получается в том, что как пирог гипсокартона. То есть идет бумага, гипс, бумага. Точно принцип такой же и здесь получается. У нас идет под шпаклевка гипс и на поверхности бумага. Но это делаю, например, я так. Смотрел видео другие ребят, делают специально ее, топят туда глубоко. Я в этом не вижу никакого смысла. Я считаю, что бумага должна быть максимально близко к поверхности. Вот так прошли ее, чуть-чуть прижали, чтобы она у нас получилась в плоскости. Все. И сверху берем немножко еще фюгена и протягиваем все это дело. В идеал прям не вышпаклевываю, где-то какие-то тут задиры, может полосочки есть, но это не страшно. Все равно даже под покраску минимум 2 раза буду шпаклевать, это все закроется. В чем преимущество фюгена и унифлота, например, для заделки швов? Она меньше дает просто усадку, вот и все. А так можно работать и другими шпаклевками, допустим, там у Семейна есть для заделки швов, но она больше на полимерной основе, ее больше втягивает. Поэтому кому как нравится. Я делаю и так, все зависит от настроения, от желания, наверное, от материала. Ну, в этой ситуации сделаю так. Для работы с банджо шпаклевка, даже вот эта готовая, финишная, Dana Gipps, бывшая шитрок, она густовата. Поэтому мы немножко материала отложим в другое ведро, чтобы не размешивать, не разбавлять целое полное ведро шитрока. Оно нам еще понадобится. Для шпаклевания стен не пойдет такая жидкая шпаклевка, как для заделки швов. Поэтому нужно вот в отдельное ведерко нужное количество отобрать. В ведре обязательно вот такую процедуру проделывайте после каждого раза, после которого вы взяли шпаклевки, чтобы на стенках шпаклевки практически не оставалось. Иначе она потом будет подсыхать и сухари эти будут падать в шпаклевку. Поэтому стенки всегда должны быть чистые. Не забывайте, что вода должна быть чистая, и ту, которую добавляете, и обязательно ведро, в котором вы споласкиваете миксер, тоже должна быть чистая, свеженькая вода, чтобы в ней не было никаких песчинок, крупинок и тому грязи, мусора и тому подобное. Это все может попасть уже в финишную шпаклевку. Ну и соответственно миксер, венчик сам должен быть чистый. Ну пусть он здесь старые уже какие-то наслоения, но он в принципе чистый. В одном видео я показывал, что этим инструментом можно делать просто швы, стыки ГКЛ и внутренние вот углы, поэтому нужно вот эту насадку нам сейчас сразу поменять местами. Так, заряжаем наш рулончик 25 метров.
И таким вот образом потихонечку заполняем ее. Вот смотрите по консистенции, шпаклевочка жиденькая. Здесь я выставляю подачу шпаклевки, ну, столько, сколько вам нужно, больше, меньше. Я примерно по центру выставляю. Вот шпаклевочка у нас сползла. Сейчас я достану до того момента, пока не будет она на ленте. Вот таким вот образом. Все, шпаклевка на ленте. Тут лишку я обрежу сейчас. Это обычная полимерная шпаклевка от Dana Gipsу, бывшая шитрок, скажем так. Для заделки внутренних швов вообще без разницы. Даже уже заделанные не заводские швы, я вам дальше покажу, я тоже буду заделать этой шпаклевкой. Ничего с ней не произойдет. Раньше когда-то, когда был шитрок, даже на ведре было указано, что им можно в принципе заделывать швы ГКЛ. А тем более на такие тонкие слоя, какая разница в принципе. Гипсовая полимерная шпаклевка, наша задача и цель просто чтобы приклеить ленту. Сорок пятым шпателем вот так сформировали по-быстренькому, вот, топили. И надо быстро примазать, пока шпаклевка не подсохла. И сразу поверху нужно сравнять ленту с плоскостью стены. Обязательно. Потому что потом, я уже вам сказал, что этот бортик, край ленты, вот этот вот выступающий, может просматриваться через покраску. Эти наплывчики сразу не стараюсь вышпакливать так, чтобы их убрать. Это подсохнет, потом шпателем проще их срезать и еще раз зашпаклевать. Поэтому не нужно на одном месте стоять, тут сверху снизу убирать вот этот вот наплыв. Ничего страшного, по-сухому намного проще. Все это потом уберется. Как понимаете, вот этот вот развернутые все углы, это одни из самых сложных углов в отделке, потому что, допустим, внутренний или наружный угол, который по 90 градусов, намного проще сделать, чем развернутый. И, соответственно, они считаются погонажом, ну, смотря кто как, кто-то общую квадратуру забивает, я погонажом это все считаю всегда. Да и не только развернутые углы, а в принципе внутренние, наружные, развернутые, какая разница, все углы, все это считается отдельно, все погонажом. Да, и еще учитывайте одно. Когда мы делаем не заводскую фаску, в заводской фаске понятно, лента туда чуть-чуть утапливается и плоскость становится идеально ровной. Здесь все-таки на толщину ленты будет у вас бугор. Поэтому этот бугор надо стягивать как можно шире, чтобы его визуально не было видно. Как бы я ни старался идеально, ровно,
четко в уровне выставить профиля, прикрутить гипсокартон, все равно так, в принципе, на практике так никогда не получается. Все равно где-то миллиметр, до 2 миллиметров все-таки есть отклонение. Поэтому, когда я ставлю уголки, можно поставить вот так вот перпендикулярно друг другу 2 лазера, и чтобы ловить уголок сразу в 2 плоскостях. Я буду видеть в этой плоскости уголок и в этой. И, соответственно, он будет идеально ровным. Эта ниша мне не столь важна, это будет просто ниша, в которой будет стоять кровать. А вот эта ниша и вот эта ниша, здесь будут стоять уже раздвижные двери. Здесь очень важно, чтобы все уголки стояли четко по уровню. Объясню почему. Двери раздвижные будут стоять. Если у вас будет верх завален в одну или в другую сторону и пол будет завален также, у вас может случиться так, что ваши раздвижные двери где-то заклинивать будут. Они не будут у вас хорошо открываться и закрываться. И плюс точно так же боковые все стенки. Вот у вас дверь будет выставлена по уровню, она подойдет к этой стене, а если эта стена не в уровне, у вас будет просто здесь зазор, щель. Поэтому вот такие вот места, такие ниши нужно стараться выставлять идеально. У кого нет лазера, тоже не страшно. Вы можете использовать правило и уровень, ну и естественно просто это будет немножко дольше. Одну плоскость проверили и вторую плоскость проверили. Шпаклевку я наношу просто на угол, можно и на уголок, здесь больше, кому как больше нравится. Шпаклевку я использую полимерную, это Витонит LR+. Почему использую полимерную шпаклевку, я думаю, вам понятно, я уже объяснял. Просто ей можно дольше работать. Замешал себе пол-ведра и хоть целый день ставишь эти уголки. Это вам не гипсовая шпаклевка. По прочности, тоже мне кто-то писал в комментариях, якобы ставь на гипсовую, она намного прочнее. Ребята, вы ставите сюда металлический уголок, оцинкованный, или алюминиевый. О какой крепости вы еще говорите? Но она будет держаться ничем не хуже, чем на гипсовой. Ловлю, значит, вверх здесь по линии и низ, соответственно. Точно так же и вот эта плоскость. И если середина сейчас у вас где-то там выпирает или утоплено, мы это спокойно проверяем при помощи правила. Сейчас я его пришпаклевывать не буду, дам какое-то время постоять. Может быть час-два, ну все, смотреть уже по ходу подсыхания. Просто вот так лишнее уберу, чтобы шпаклевка здесь не подсохла и потом мне не мешала. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что люди выбирают, какие уголки ставить. Надо ставить на тончайший уголок для того, чтобы он здесь не создавал бугор. То есть плоскость у нас есть стены, если мы ставим уголок, естественно, плоскость у нас немножко на самом углу она выступает, и нам придется ее потом затягивать. Вот эту всю часть придется стягивать. Но здесь самый тоненький уголок, я вам, кстати, покажу. Обычный оцинкованный уголок, но очень тонкий, он практически не создает бугра. Но когда мы вот таким способом ставим уголок, мы уголком выравниваем уровень, выравниваем плоскость, тогда вообще без разницы, какой уголок вы поставите. Тончайший, самый тончайший, если мы его выставим, как нам надо по уровню, если у нас стенки не уровень, то какая разница, выпирающий уголок или не выпирающий, все равно плоскость будет уже выступать. Ее нужно уже будет по плоскости нам выравнивать потом правилом, либо шпателем, смотря насколько у вас будет вот это отклонение. Вот я ставлю этот уголок, ну здесь реально... Ну, может, здесь миллиметра не будет, меньше миллиметра. Точно так же вот с этой стороны. Вот мы ставим. Ну, здесь микроны. Какой здесь выступающий угол? Ставьте спокойно перфорированные уголки, только тоненькие ищите. И никаких проблем нет. Все это шпаклевкой закладывается. Никогда никто это не увидит. Глазу это не будет видно никогда. А если кто-то вздумает поставить правило и проверять, то, ребята, у нас есть допуск на самой высококачественной шпаклевке есть 1 мм на метр. Так что не надо здесь делать мозг никому. У кого, если у заказчика какие-то сомнения появились или вопросы к вам по поводу неровности, открывайте снип по высококачественной шпаклевке и показывайте. Допуск у нас по плоскости стены идет 1 мм на метр.
И это очень и очень много. Так что не бойтесь, спокойно все делайте, ставьте, и никаких проблем у вас не будет. Верхний уголок по такому же принципу. Ставлю лазер. Вам может его плохо видно, но я его здесь вблизи очень хорошо вижу. Вот луч бьет. И задача по этому лучу, по этой линии сейчас выставить уголок. Кто перемотал, еще раз хочу объяснить. Как бы я ни старался сделать идеально, но все равно оно не получается. Где-то миллиметр-два гипсокартон на таких конструкциях просто нереально выставить идеально. Поэтому, чтобы добиться идеальной плоскости стен, я уже выравниваю уголками. От этого никуда не денешься. Уголки у меня вот здесь везде зарезаны под 45. Ну, это не обязательное условие, это уже по желанию. И уже правилом финишно все подкорректировать. Мы смотрим вот эту плоскость снизу. Под линию стараюсь поставить. Ну и вот эту плоскость тоже можно перепроверить. Забыл я вам показать еще один очень важный момент. После того, как мы отрезали уголок, здесь то ли заусенцы остаются, то ли вот замятости какие-то. Сразу это все поправляем этими же самыми ножницами, выгибаем в нужном направлении, чтобы после того, как мы зашпаклевали, нигде ничего не торчало. И где это нужно, можно даже еще вот таким напильником подработать. Да, работа такая кропотливая, но зато у вас в последующем не будет проблем с торчащими вот этими вот углами от уголков. После того, как мы установили все уголки, теперь их можно заполнить толщину, которую нам создал, в принципе, этот уголок. Уже подсохли они, пока вы начали, с первого, пока до последнего дошли, уголков много, уже первый подхватился, и с него можно начинать заполнение. Возьму правило, представим его к плоскости. Что мы видим? Уголок нам дал ненужную нам толщину. Вот этот угольник ровно толщиной 1 мм. Удобно очень проверять. Вот у нас спокойно здесь миллиметр, даже 2, наверное, залезет. Ведем, вот здесь он уже все, уже дальше не пролазит. Примерно вот до вот этих пор все, дальше не идет. Ну, примерно дальше возьмем чуть-чуть, вот отметочку. Здесь у нас получается 40 сантиметров. То есть, по большому счету, если мы возьмем сейчас 45-м шпателем, вот так стянем, этого будет достаточно для того, чтобы эта неровность не была видна уже на половом плинтусе, либо на потолочном, если он у вас есть. Опять-таки, не каждый плинтус покажет вам. Допустим, дешманский какой-нибудь ПВХ плинтус с резинкой, даже если вот так оставить, вот просто вот эту ямку, ее, в принципе, не будет видно. Примет форму вот этой кривой стены, и особо это видно 1 мм на таком плинтусе вообще не будет видно. 1-2 мм. Но если у вас там, допустим, МДФ какой-нибудь жесткий, или полиуретан, или тем более массив дуба, там я, допустим, ставил такие плинтуса, то желательно, конечно, это все выровнять. Но еще раз говорю, 45-го будет достаточно. Вот так вот стянуть, и уже более-менее плоскость будет здесь ровная. Меньше 1 мм, 100%. Ну а я буду стягивать вот таким вот шпателем, это 800-ка. То есть если я им сделаю, то плоскость будет идеальная. Здесь, собственно говоря, получается принцип штукатурки. Это, кстати, шпаклевка Vitonit LR+, я уже говорил, я ей постоянно работаю. Ей можно слоя делать, выравнивать до 5 мм спокойно, а у нас здесь 2. Так что вообще страшного ничего.
То, что у нас остались какие-то здесь наслоения минимальные, это ничего страшного. Я выглаживать сейчас до идеала не буду, потому что я все равно еще 2 раза буду уже финишем, шитроком все это шпаклевать. Вот эти торцы проще всего. Еще раз подойди поближе. Здесь можно просто шпателем, как правилом, сработать. Вот, если мы ставим от уголка до уголка, вот эту толщину мы сейчас легко заполним. Здесь уже чисто процесс штукатурки получается. Снимаем наздир, ставим перпендикулярно стене шпатель. Не обращайте внимания на какие-то здесь небольшие неровности. Все это не страшно. Мы просто подравниваем первый такой самый грубый слой. Все это финишной шпаклевкой потом сделается, закроется. Если большие, конечно, такие кратеры остаются. Их лучше заложить, потому что финиш потом туда втянет. И будет это все видно. Даже за 2 слоя вы не закроете. Поэтому большие, конечно, кратеры нужно убирать. Изначально мы наносим материал, ничего сразу не выравниваем. Я уже в раньше видео я вам все это рассказывал. Потолще, не жалеем, потому что лишнее мы всегда уберем в ведро обратно. И ничего с этой шпаклевкой не случится, не пропадет она у вас, вы выработаете все до конца. Ну а дальше за дело берется уже 120-ка. Вот такой вот шпателек. Пусть оно сейчас смотрится некрасиво, ничего страшного. Вы делаете подготовку уже на завтрашний день. Снизу все с уголков не забываем снимать, чтобы эти сухари не оставались. Что мы сделали? У нас получилось, что мы оттянули сверху, типа маяка сделали, а снизу у нас вместо маяка служит вот наш уголок. И завтра я уже просто вот этим маленьким шпателем протяну вот так вертикально. И эта плоскость будет уже идеально ровная. После того, как вы подготовили, поставили все уголки, их отшпаклевали, протянули, я местами шпаклевал, протягивал уголки по 3 раза. Были такие места, где толстый слой, мне пришлось 3 раза шпаклевать. Ну, такое бывает, я уже объяснял, что гипсокартон невозможно было поставить прям идеально в уровень. Где-то у меня отклонения были небольшие по уровню, поэтому, когда я ставил уголок, получилось там по 2-3 миллиметра у меня были такие места, такие провалы, такие ямы. Вот это все вытягиваете. И перед финишной шпаклевкой я обязательно все прохожу, все прошлифовываю. Наждак здесь не обязательно брать 180 там и еще мельче. Здесь я взял 120-ку. Задача просто отшлифовать плоскость. Если есть где-то какие-то неровности, 120-й наждачкой сейчас я это все собью. Даже если получатся какие-то большие крупные риски, это не страшно. Ну, риски я имею в виду от наждачки. Это не страшно. Финишем еще на 2 слоя вы все это перекроете. То есть вот, допустим, когда я протягивал шпателем,
все равно какие-то неровности, какие-то бугорки здесь есть. И когда мы наждачкой трем, мы все-таки плоскость эту вышлифовываем. Где-то то, что торчит уголок, это не страшно, он не торчит дальше плоскости. Он просто четко в плоскости, и это все потом закроется финишной, мультифинишной шпаклевкой, и все это закрасится, и видно ничего не будет. Вот эти все примыкания, в одном из видео я показывал, как я это делаю. У нас наждачкой, чтобы не залазить на противоположный угол, ну бывает такое, выгрызает здесь наждачка линию, нам не нужную. Поэтому, чтобы постраховаться, я ставлю вот так вот шпатель. И с одной стороны отшлифовал, и потом с обратной стороны. Ну, то есть выглядит это вот так. То есть все углы формируются так. Что развернутый угол я также делаю, что внутренний. Точно так же. Ставлю шпатель и аккуратненько все это подшлифовываю. И по финишу делаю точно так же. И это только была подготовка перед финишной шпаклевкой. Должен получиться вот такой результат. Сейчас я поближе покажу. Вот, в начале ролика я вам показывал, как уголок выступал. Длинное правило беру, чтобы у вас вот здесь не было провала после того, как вы поставите уголок. Вот шпателек, он тонюсенький, он тоньше миллиметра. Он нигде здесь не пролазит по всей длине стены. Итак, покажи, вот на всех уголках должно быть. Везде. Вот эти все уголки, вот эта плоскость, вот эти плоскости все. Вот такие плоскости между двумя уголками тоже должны быть четкие, без провалов. Но это еще не вся подготовка. Вот после того, как вы шлифанули все вот эти места, где вы поставили уголки, наружнее, внутренние, все углы, все вот эти плоскости, которые вы подшпаклевали, все это зашлифовали. Теперь нужно взять вот такую губку, может кто-то тряпка, есть специальные приспособы для этих целей. Ну, я пользуюсь, допустим, это самый простой дешевый вариант, простая вискозная губка. И после шлифовки аккуратненько влажной губкой вот так проходим, убираем пыль для получения лучшей адгезии, финишной шпаклевки, супер финишной к основанию. Вот смотрите, какая пыль. И если вы это все загрунтуете, вы просто прибьете эту пыль, что не есть, конечно, хорошо. Поэтому эту пыль я всегда вот таким способом убираю. Когда все стены обеспылили, можно приступать к грунтовке. Как проверить, качественно или нет? Просто проведите рукой, посмотрите. Ладонь должна быть чистая, без пыли. Вот, практически пыли нет. В грунтовке, я уже в других видео говорил, я практически чаще всего использую Knauf Tiefengrunt. В грунтовке полимерной шпаклевки тоже есть свои нюансы. Она размокает, то есть не оставляйте потеков грунта. Грунт, если потечет, может оставить у вас борозду, полоску, поэтому с этим осторожно. Я буду грунтовать с краскопульта, буду контролировать, конечно, чтобы грунт мой не потек. Точно так же и валиками. Мне тоже в комментариях писали, а что делать, вот я погрунтовал, и все стены потом были в полосках, в потеках. Но это и есть потеки грунта. Грунт начинает стекать, размокает эту шпаклевку полимерную нашу, и остаются потом борозды, полоски. Просто аккуратнее, поменьше набирайте на валик грунта и полусухим валиком грунтуйте. Ну, либо же, тоже нужен опыт, как я вам могу так передать. Можете много грунта набрать, но главное его хорошо сразу по стене растянуть, чтобы не было потеков. Старайтесь кистями тоже не работать. Обычно любят люди как взять кисточку в труднодоступных местах, то есть в углах, все это проходить кистью. Тоже не стоит этого делать, потому что кисточкой вы тоже ее размочите и поостаются явно видимые полоски от кисти. Поэтому можно взять валик и валиком аккуратненько тоже углы все прогрунтовать. В этом никаких тоже проблем я не вижу.
Это был мой ответ всем клиентам, заказчикам, которые задают вопрос, а почему так дорого? Что там, взял шпатель и зашпаклевал? Так вот, ребята, те, которые занимаются отделкой, ремонтом квартир, можете смело своим клиентам отправлять вот это видео, чтобы они посмотрели, что шпаклевка это не просто взял шпатель и за 2 дня все зашпаклевал. Финишная шпаклевка занимает, как правило, очень маленькую часть всего потраченного времени на подготовку к этой работе. У меня на подготовку уходит, как правило, раз в 5 больше времени, чем на саму шпаклевку. Нужно выставить уголки, проклеить где-то ленту, все это загрунтовать несколько раз. Первый раз мы грунтуем перед выравнивающим слоем, потом мы это все шлифуем, потом мы убираем пыль, обеспыливаем. Естественно, в процессе все это идет уборка, потом мы еще раз грунтуем. После окончательной грунтовки мы начинаем только финишную шпаклевку, которая ложится тоже в 2-3 слоя, в зависимости от требуемого качества и много-много разных нюансов. Не бывает так, что у вас все объекты будут делаться одинаково по стандарту. Каждому объекту свой подход, даже свои материалы, все по-разному. Но в целом вся эта работа, вся подготовка выглядит именно вот так. Вы тратите огромное количество времени на подготовку. Хочу дать совет именно начинающим специалистам, мастерам. Это самая главная ошибка в том, что вы хотите как можно быстрее добраться до объемов, схватить шпатель и погнать, квадратуру загонять, визуально все видно, какой объем вы сделали, вот уже вроде бы там денежки на подходе, а потом заказчик, клиент приходит, проверяет, и работу у вас не принимает. А что, а почему? А потому что вы хотите бежать вперед паровоза. Нужно подготовке уделять больше времени, чем в финишной отделке. Вот запомните этот момент. То же самое в штукатурке. Новички стараются быстро поставить все маяки и начать уже поскорее штукатурить объемы, загонять квадратуру. А потом оказывается так, что правило представляешь, все криво и косо, потому что мало уделили времени установке маяков. Хотя, по моему мнению, штукатурить можно и медведя научить. Их даже учат в цирке на велосипеде, на мопеде, на мотоцикле ездить. Набросать, наляпать на стену и стянуть по идеально ровным маякам здесь уже проблем нет. Сложность заключается в том, чтобы разметить всю комнату, поймать углы, где нужно 90 градусов, выставить всю плоскость. Вот в этом заключается профессионализм, а не в том, что ты взял шпатель и замазал стены, забелил, сделал их белыми. Это не шпаклевка. Точно так же и штукатурка. Ты наляпал на стену, сравнял правилом, и все было как было криво, так и останется. Это тоже не профессионализм. Ребята, кто досмотрел это видео до конца, не забудьте поставить палец вверх, поделиться со своими заказчиками, друзьями, товарищами. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.